Бои за Харьков 2022 года. Боевые действия за Харьков и его окрестности в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину происходили с 24 февраля по 11 сентября 2022 года. Бои в окрестностях города Харькова завершились победой ВСУ в ходе контрнаступления в сентябре 2022 года. В результате наступления в районе Изюма на Харьковщине украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники в Харьковской области, причем некоторые образцы вооруженные силы РФ потеряли впервые в истории. Российская Минобороны объяснила собственный уход операцией по сворачиванию и опрокидыванию изюмско-балаклейской группировки и серией отвлекающих и демонстрационных мероприятий. Если воспринимать эту версию серьезно, то таким отвлечением можно считать целую танковую роту, оставленную россиянами в Изюме, а также редкую радиолокационную станцию и комплект беспилотников с документацией, оказавшимися в руках вооруженных сил Украины. В ответ на контрнаступление российская армия обстреляла Харьковскую ТЭЦ-5, Змеевскую ТЭС и 3 подстанции высокого напряжения. Это привело к перебоям с электро- и водоснабжением в 5 областях. 13 сентября ВСУ освободили Липцы, Глубокое и Стрелича. Разрушение на начало апреля 2022 года группа документаторов информационного центра «Майдан Мониторинг» зафиксировала более 200 частично или полностью уничтоженных объектов гражданской инфраструктуры в Харькове. Кроме постоянных несистемных обстрелов жилых кварталов, которым может добить оружие с границы РФ, от которых больше всего пострадали спальные районы Харькова. Есть также и целевое сознательное уничтожение определенных типов гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием крылатых ракет. Системы поставки газа, воды, электричества и тепла, особенно распределительные пункты, как трансформаторные будки и подстанции, отделения водоканала, магистральные газопроводы, линии электропередачи в жилых кварталах. Заправки и системы хранения топлива, нефтехранилища. Другие складские помещения. Транспортные депо для транспортировки всех типов. Так, например, значительные разрушения потерпело Салтовское трамвайное депо. Подразделения и подстанции спасательных служб. Рельсы, трамвайные, железнодорожные, линии питания электротранспорта. Супермаркеты и рынки от самых больших до самых маленьких. Телекоммуникационная инфраструктура. Учебные заведения всех типов, от детсадов до университетов. Дома культуры и детского творчества. Административные здания всех типов. Места выдачи гуманитарной помощи. Достопримечательности истории, культуры и мемориалы. Были зафиксированы случаи повторных ударов по объектам, если они не были уничтожены с первого раза.